Всем привет, ребят, вы на канале Margulis Channel. Мы продолжаем проходить первый Silent Hill. Собственно, в прошлой серии мы нашли первый ключ. Скорее всего, из скольки-то там, из 3 или из 4, не знаю, сколько их будет штук. Собственно, открыли только одну дверь, и больше ничего. В инвентаре и максимум, что нового появились эти вот отвертка, по-моему. Отвертка, да? Отвертка появилась. И все. Так, вот тут табличка. Что эта табличка открывает? Пока хрен его знает. Заперто. Эта белая, блин, штука вот неспроста. Список, это доска. Так, 60, 45, 38, 35, 18, 60 Т. Тел. Т, Е, Л. Подожди. 60 Т. Тра. Трела. Ну-ка попробуем. Ладно. Нет, конечно. Так, еще что тут у нас можно? Закрыто. Тут вообще пока ничего не понятно. А сюда сходим? Ничего. Короче, было сначала время беготни жесткой, да, а потом жестких каких-то загадок. Вот еще одна табличка. Имена нанесены на плиту. Список Гриммера Риппера. Так, ну вот там есть в конце коридора, да, список начертан. Молодые и старые расположены по количеству прожитых лет. Затем дорога, ожидающая их, откроет иступленный, что там, какой-то смерти. Так, на литографии стоят имена, список Грима Риппера. Да, расчет окончен. Старый, млад стоят по старшинству. Когда путь откроется, их пригласят на жуткий пир смерти. Короче говоря, что-то надо вводить. Надо вводить, короче, слово по старшинству. Значит, так. Але. Алерт. Алерт слово. Ле. Р. Да, отлично. Отлично. Все, теперь дверь открывается. Это склад какой-то, да, по-моему? Хреново, что карты нет. Дверь, да, одна единственная. Я, конечно, прям готов биться тут уже. Преимущественно, конечно, большая локация. Ну, то есть мы много времени в этой игре проводим в больнице. Так, что это такое? Это амулет Соломона. Возьмем. И куда его?
Хэри, Да, это я. Лиса, что с тобой? Да, он у нее как поняла. ебло перекосило. почему я осталась жива, когда все остальные умерли? Я брожу здесь не одна. Потому что она плутовка, блядь. Они все такие. Раньше я это не замечала. Лиса? Ты что, Пожалуйста, дура? Хэри, будь рядом. Я так боюсь. Помоги мне. Спаси меня. Как-то она странно ходит. Хэри. Ты дура, что ли? По-моему, это можно рассчитывать как нападение. О, все, тетя поплыла, короче. Я думаю, надо от нее валить. Нет, не пущу. Не путю. Лиса? Не путю. Не путю. Я не хочу туда больше заходить. Так, вот тут, короче говоря, у нас имеется какой-то сраный код. 2, 10, 4, 0. 2. Ну, может быть, это 2 это чаши какие-то. Так, вот здесь вот что? 10. У нас получается раз, два. И по 4 штучки там. 8, 10. 2, 10. А там получается 4 ноги у этой сволочи. Ну да. 2, 10, 4. Два. Угу. 2, 1, 4. Нет. А какая последовательность? 4. 4. Так, это же бык нарисовал. Ну, вроде как. 4, 2, 1. Попробуем так. Нуля там нету. 4, 2, 1. Ни хрена. Так, нуля нету. 4, 2, 8, может быть, попробовать. Конечности конкретно. 4, 2, 8. 4, 4, 2, 8. Нет. 4 на 2, 4, 8. 4, 8. Нет. 8, 4, 2. Тоже нет. Подожди, но нуля тут нету. Мгм. Там 0. Ну, наверное, 0 не учитывается. 0 это специально, блядь, запутать тебя. 2. 10. Хотя там 4. По 4 конечности, того 8. 4.
Ну, а там 0, соответственно. 2, 10, 4, 0. А с какой вот стороны-то вводить? 2, 8, 4. Нет. 4, 8, 2. Нет. 4, 2, 8. Тоже нет. Нет, с учетом того, что бычара нарисована в самом начале, давай попробуем с 4 начинать. 4, 2, 8. Нет. 4, 8, 2. Нет. Попробуем единицу вводить. Раз. Так. 4, 1, 2. Нет. 4, 2, 1. Тоже нет. Блять, как и быть-то? Ну код этот по-любому нужно как-то решать его. 2, 10, 4. Подожди. А, блядь, ну тут нуля нету. 4, 2, 8. Нет. Так, попробуем 2, 8, 4. 8, 4, 2. Нет. 8, 2, 4. Нет. Блять, 5 вообще. Ну что тут можно еще-то применить? 4, 2 и 8. 4, 2 и 8. У нас получается каждое число, то есть на каждую цифру есть по 3 комбинации. То есть если двойки начинать, то это будет 4, 8, либо 8, 4. Да, 2, 4, 8. Нет. 2, 8, 4. Нет. Четверки начинаем. У нас получается 2, 4, 2, 8, 4, 8, 2. 4, 2, блять, 2, 8. Нет. Давай 4, 8, 2. Тоже нет. Ну и последняя предположительная комбинация. 8, 4, 2. Нет. 8, 2, 4. Тоже нет. 4, 0. 2, 10. 4, 0, 2, 10. 4, 0, 2, 10. Это 400, 210. Если нули исключать. 400, 210. Хуй там. Так, еще может быть у нас 214.
214. Тоже хуй. Так. Вот он. 412. Я вводил, по-моему. 412 вводил. 214. Нет. 142. Почему бы нет? Блять. 42. 24. 124. 241. 214. 24, блядь. Это трешак. Не знаю. Сейчас посмотрим. Так, еще раз смотрим. Подожди-ка. Ну-ка. Слушай, и тут есть. Так, смотрим количество. Раз, два, три, четыре. 4 ноги. 2 руки, кстати, возьмем. Дебильная загадка. Давай. 6 конечностей. Оставляем. Потом. Здесь у нас что? Телец. Телец 4. Четверка тут. И тут у нас. Раз, два, три, 4. Ну, по 4, 8. Так, наконец-то. Наконец-то решено. Это вечный камень. Взять. Так, смотрим, подожди. Что у нас вечный? Вечный камень. Циферблатом и астрологической карты. Есть резон в часы его запихать. Помнить бы, где они. Так, вот тети. Ай, вот сюда, вот сюда. Блин, все равно резануло. Падла. Все. Ну еще будет. Вот она. Еще одна должна быть. Как же без них-то? Странно, но нет, может ее подпнуть надо? Блин, а столько времени они не пинались, а тут начали пинаться, короче. Надо вспомнить, где часы у нас находятся. Нет, не тут. Тут. Да, вот это. Спокойствие. Бла-бла-бла, стрелки часов. Отлично. Пойди, ключ должен вывалиться. Прям в ебло. Тебя не убило этим ключом? Ключ Хаггис. Берем. Берем Хаггисы. Я бы лучше сохранился. Хаггисы это такие подгузники раньше были. Не знаю, как сейчас. Есть они в обиходе или нет? Хаггис. Вот это? Нет. Фалик. По-моему, нет. Здесь Хаггис. Да, Хаггис. Что у нас тут? Ну, дверь одна. Нам только туда. Это лифт.
А он сам меня везет, да? Ля какой. Нет, он не сам меня везет. Так. Похоже на алтарь. Интересно, что за культ. Сатанисты какие-то. Угу. Понятно. Куча пипок непонятных. Пойдем тогда, короче говоря, на этот. Я, кстати, не знаю. По идее, я был на первом этаже. Сейчас позырим. Подвала же у нас нет. Да, я на первом этаже. Подвала нету. 4-го этажа тоже я пока не наблюдаю, хотя он бывает появляется просто так. Давай на второй. На второй. Так, что тут? Ничего такого пока. Тети. Здравствуйте. Здравствуйте, тети. Здравствуйте, товарищи женщины. Все, одной напинал по жопе. Иди другая тетя сюда. Надеюсь, третьей не будет. А то она меня может долбануть. Нет, все нормально. Все, тети зарублены. Бля. Так, вот, собственно, первая дверь закрыта. Вторая дверь закрыта. Да. Да ёпта. Что это такое блестит тут? Патроны, кстати, вижу. Крест Меркурия. Патроны ты взять не хочешь? Крест Меркурия. Так. Чем-то это на музей похоже. Или что-то такое. Это за пипка. Кольцо власти. Кольцо всевласти. Кольцо, чтобы повелевать. Закрыт. Нет, это походу магазин. И где-то вот он на улице тут. Потому что там скамейки, а скамейки у нас в этой игре только на улице располагаются. Да, я оттуда пришел. Закрыто. Закрыто. Открыто. Здравствуйте, товарищи женщины. Сука, попала все равно. А чё ты стоишь, тупишь-то? Бля, вы дебил. Просто 3 удара просрать. По манде еще сверху. Вот как вообще? Он просто стоял на нее, смотрел. Там их еще 2 придется. Ладно, давай сначала отобьемся от этих сволочей. Давай по одному тете.
Так, одна отошла. Мир иной. Иди сюда. Все, надо подпнуть. Да. Получите, распишитесь. Все, надо переть, короче говоря, проходить все комнаты тут теперь. Закрыто. Закрыто. Открыто. Путают. Путают прямо. Это я, короче, на первом этаже оказался. На первом этаже и где вот эти вот фалиги и так далее. Я понял. Да, блядь. Жопошник. Что это такое за коробочка? Это камера. Да. Камера со вспышкой. А, ну фотоаппарат это. Так вы и написали, блядь, фотоаппарат. Камера. Хоцик. В какую сторону-то, блядь? А, ну. Все верно. Просто, короче говоря, осматриваем. Что тут можно открыть, что закрыть. Никакая сучара тут не нападет на меня. Пустите мою пупку. Так, вот тут, короче говоря, не примечена пластина. А, ну я ее видел. Я помню эту пластину. Отверточка пригодится. Тяжеленько. Это ключ. Там что-то трещит еще. Ключ под током. Меня стукнет, если я схвачу его. А как его обесточить? Нет. Нет. Ну, это понятно, что нет. Может, как-то это залить водой, я не знаю. Непонятно пока. Так, у нас есть камера. Камера. Кольцо. Вот это вот амулеты какие-то, символ. Шестиугольник. Да, жесть. На третьем этаже есть фотографии. Может быть, есть резон их сфоткать? Ну, нажимайте. Урод тупой. Так. Не применять здесь. Свет будущего. Так. Да. Треугольник, 90 градусов и стрелка. Треугольник, 90 градусов и стрелка. Давай сюда. Треугольник. Блин, а как он там нарисован? А, все, я понял. Треугольник. Бля, какой звук мерзкий. Потом 90 градусов вот так вроде. И стрелка.
какая примерно. Хули ничего не сработало. А, да, даю треугольник в другую сторону. Вот мудак. Тоже нет. Треугольника, стрелка. Ну а что надо-то? Треугольник, угол. А сейчас сработало. Как это работает, хрен знает. Ну, короче, это работает через жопу. Что это такое? Ключ от клетки. Так, это хорошо. Я даже помню, где эта клетка. Давай мы вторую фотку сделаем. Освещает тьму. Буква П плюс треугольник. Буква П. Потом плюс. Блин, я треугольник забыл в какую сторону. Блин, с таким шумом очень тяжело запоминать что-то. Че, нет? Хорошо, переделаем. Что надо-то? Треугольник в другую сторону. Вот в эту. Открыто. Лекарство, конечно, возьмем. Ботанический справочник незачем читать. Ну да, тут по ботанике-то вопросов маловато. Не хочешь вот этот вот журнальчик полистать? Вот этот вот. Понятно, не хочет. Это комната, по-моему, первого этажа больницы. Так. Ну и все. Делать тут, по-моему, нечего. А на втором этаже у нас... Я, блин, не помню, что у нас было-то. Что у нас на втором этаже? Я помню, то, что там длинный коридор. А вроде какая-то... То ли там загадка, то ли что-то еще. Тут я был. Это я помню. Блять. Все одинаковое. Так, это выход, по-моему, да? На первый этаж, если я не ошибаюсь. Так, тут женщины были, я помню. Тут телок я помню. Клетка.
Блин, ну давай в клетку зайдем пока. Клетка здесь же уже. Да. Ключ фалик. О, клетка пустая. Ам, Давай-ка мы еще раз здесь пробежимся по третьему этажу. Мне бы повспоминать просто. Так, тут я камеру подобрал, чтобы фотокарточки делать. Понятно. Дальше вот здесь. Ничего. И тут. А, точно. Тут ключ и электричество. Тан-тан-тан. Но ни один из амулетов тут нельзя применить. Долбить, наверное, смысла нет. Поэтому мы идем тогда вон туда. Мы идем на первый этаж. Применяем ключ третий. Третий ключ. Палик. Пойдем в палик. Кто такие? Блять, сосуны. Мать твою. Сдохни, сука. Сильно долбанул-то? Да нет, вроде. Терпимо. Так, главное не запутаться. Где я был, где я не был. Кухня. Что за коробочка? Никак? Нет, никак. Как? Как никак. Так, что-то с этим холодильником, он прям посередине стоит, что-то с ним не то. Цепи не хватает звена. Слушай. Кинжал, да, берем. Звено, это у нас же как кольцо. Либо вот это. Нет. Да, подошло. Кольцо всевластия. И что? Цепь чинится кольцом. А дальше-то что? Оу май. Да ладно, ты не бзди. Нет, все. Я не знаю, я отсюда вышел или нет. Походу. Так, у меня есть кинжал, еще добавился. Древний, заколдованный кинжал. Нельзя его тут применить. Заперто. Бетор. Или бетор. Так. Давай отсюда. Бетор. Ну чё, путно. Да, стой ты. Ну, подойди, ты просто и возьми вот эту хуйню. Да. Все, ничего путно. Не пройти. Я уже был, кстати, в этом складе ничего нужного. В смысле? Это что такое? Бобы в желе. Хочешь открыть сумку? Да. А там? Ключ. Бетор как раз. Ну, хоть за ним далеко ходить не надо. Это хорошо. Так, у нас еще до бетора, там, по-моему, парочку дверей имеется. И ключ под электричеством. Так, вошел он.
здесь. Но еще есть дверь вот здесь. Пусто. Видик старый, нагодный. Опа. Давай порнушку глянем. Что это? Все еще горит, как в огне. Не открывает глаз, но дышит ровно. С нее содрали кожу. Даже когда я заменила бинты, кровь продолжала сочиться. Почему? Почему она еще жива? Я этого не вынесу. Обещай вернуться. Умоляю. Все. Целую игру эту херню таскал с собой. Просто чтобы жуткий ролик. Ну, якобы жуткий. То, что, ну, про девку, там у нее бинты, гной сочится, она вся обожженная. То, что она там в больнице валялась. Хотя, в принципе, как бы они еще сюжет подали? Так вот и подали бы. Привиденька. Это можно взять? Походу, как на чердак похоже. Это Анг. Ну да. Полы и стены покрыты надписью. Хорошо, пусть покрыты будут. Так, еще две двери. Обычное дело. О, слушай, я помню эту комнату со второй, кажется, части. Это комната Олесы. В смысле, ну, в квартире ее комната. Домашняя. В просто детские эти штучки всякие. Так, подожди. Давай-ка мы в бета зайдем. Я не знаю, блин, куда бы вот предпочтительней. Потому что во второй части вот с этой комнаты, собственно, финальный босс начался. Тут сохранение. Давай, зайдем в бета в этот. 31 сохранение, охренеть. Многовато. Так, у нас еще вот одна комната здесь. ТПшечка. Заперта. Аратрон. Кажется, это ключ под напряжением. Бета. Ну давай. Ага. Все понятно. Генератор работает. Хочешь нажать на выключатель, да? И все выключилось, короче говоря. Получается, мы этим генератором вырубили питание от электричества. Нет, не хочу. И теперь мы двигаем за ключом. Аратрон, который называется. Блин. Помню, где он? Он в больнице где-то же. Он где-то в больнице. Блять, хоть убей, не помню где. Давай, пиздюк. Ай, сосун напал. Надо подпнуть тебя. Вот этого, наверное, надо подпнуть. Так, меня не покоцали. Пока терпимо вроде. Так, вот этот ключ, по-моему, вот здесь он. Потрескивать должен. Да, вот он. Отлично. Все, взяли. Взямба.
Я наугад, конечно, практически сюда прибежал. Надо вспоминать теперь, откуда. Бля. Ну вот этот чувак вообще тут не в тему. Ладно, пока держимся. Нет, не сюда. Я, получается, взял третий ключ. Третий ключ, и вот пошел вот сюда, по-моему. Да, вот он, Араторн будет этот. Погнали. Все идет согласно Все идет по плану. Все идет по плану. Это я этот Это какого? еще не свершилось. Эта душа потеряна. Грех вызывает проклятие. Какая роль отводилась мне в этом деле? Это был очень глубокий обморок. Что ты пытаешься сказать? Это было в договоре. Нет, это всего лишь мелочь. Мелочь. Если мы Есть мелочь. объединимся, то получим власть. Не бойся, обещание не будет нарушено. Но надежды почти не будет. Не будет. Пока у нас не будет второй половины. Мы используем магические чары. Оно почувствует детскую боль и придет. Но это потребует времени. Ну, есть, короче, есть. Есть демон какой-то. Типа того, есть дочка. Аруборос. Возьмем Аруборос. Демон, есть дочка вот этого главного перца. То есть они хотят оживить какого-то демона ритуалом и так далее. Да. Значит, я все правильно сделал. Кстати, без Арубороса этого меня бы не пустили бы никуда. Перезаписываю. Собственно, доперлись мы до босса и, скорее всего, финального. Будем смотреть, чем его мочить, крушить и так далее. Собственно, по оружию тут не особо. 6 патронов. И что тут? 0 дробаша, по-моему, 30 пистолета. Не густо, выросла капуста. Хорошо. Ладно, погнали. Заперто. Че? Ты поведешь их в небесную войну. Сделаешь это 5 обрядов, произведешь смерть. Я понял. Надо вот эту всю дичь. Да. Херня всякая зазвенела. Чем вот эту бижутерию все разместим. Че, опять заперт? Ну еще и диск до кучи. Иди. Нет, Такой кадр, по-моему, в фильме был. я не хочу. Делай то, что говорит мамочка. Мамочка, Я оккультистская хочу получить сучка. лишь малую толику этой силы. И все. Нет. Я не хочу этого делать. Придется. Все будут счастливы. Это и для твоего блага тоже. О, но мама, я хочу быть с тобой. Нас двое. Пойми, пожалуйста. О, да.
Вижу, вижу. Возможно, мамочка ошибалась. Мама! Как же я раньше не заметила? Ждать бессмысленно. Мамочка знает, что есть кое-что, способное создавать новую жизнь. Я могла это сделать сама. Мама? Все, наорались. Тут, может быть, что-то можно посмотреть. Так, это я обратно вышел. Глядишь, может быть, мне патронов 10 тысяч миллионов дадут. Или автомат какой. Ну все, это по-любому, это финальный босс, в гадалки не ходи. Да. Ну. Кто бы мог подумать? Где Шерил? Что с ней сделали? О чем это ты? Ты видел ее много раз в ее истинной форме. Я не в настроении. Не видишь? Вот же она. Ну, это дочка переодетая. Это абсурд. С промытыми мозгами. Никто, кроме Но еще тебя, так до не конца. думает. Но еще до конца не превращенная. Зачем? Зачем ты так поступаешь? Долгие 7 лет. 7 лет. 7 лет с того ужасного дня. Алиса оставалась в живых, страдая от того, что хуже смерти. Алиса запуталась в сетях бесконечного кошмара, и ей уже не проснуться. Он оказался в ночном кошмаре, ожидая дня своего рождения. Этот день, наконец, настал. Время вышло. Все освободятся от боли и страданий. Как обычно, вечная музыка, и всех будет все Наше устраивать. спасение грядет. Апокалипсис. Это день перелома. Вся херня. Когда все наши горести исчезнут. Когда мы вернемся в истинный рай. Моя дочь станет матерью Бога. Бага! Да не, она вроде Гендальф серый. Беленькая. Оно проснулось. Нет. Никто не сможет помешать. Сейчас ее током наебнут, она будет злая. Сдайся, такого человека больше нет. Этот человек сумел вырваться и спасти нас. Это же жертвоприношение было? Привет. Возьмем-ка мы винтовочку, мать его. И что делать? Понятно. Возьмем винтовочку. Два, три, 4, 5, 6. Так. Пистолетик возьмем. 30 патронов. Правильно?
Стоять. Аптечка, нормально, похилила. Все. Стрелять больше нечего. Да нечего. И что тогда делать? Как ее долбить? К себе она не подпускает. Вот вообще никак не подпускает. Патронов я тут не вижу. Зашибись, еще ваншот. Ладно. Да никак не подобраться. У меня же больше патронов-то нет. Вот сучара. Ну-ка, если вот, допустим, она меня замочит, это будет какой-то конец игры. Нет, ни хрена. О, дробаш есть. А чё вы мне тут голову делаете? Все. По нулям теперь. Теперь точно по нулям. Мне сколько в нее патронов-то влить надо? Сраная шкура. У меня не то чтобы даже плана нет. У меня тут много чего нет. Короче, я ее не убил. Папа, Шерил! спасибо, папа. Прощай. Ну ладно, давай пока. Что за ней? Шерил? Невозможно. Так жить нельзя. Нахуй так жить. Это невозможно. Шерил! Шерил! Угарные субтитры вообще. Просто шикарные. Ну, посмотрим эти замечательнейшие субтитры с мягким знаком. Это для этих, когда у офтальмолога зрение проверяешь, там тоже нужно там Б, К, Н, Ш нажимать, короче. Тут еще песня, за которую, скорее всего, предъявит YouTube, так что надо будет вырезать эту музыку.
Ну, я думаю, то, что я прошел все-таки на самую херовую концовку. Надо было ментовскую бабу спасти и что-нибудь еще сделать. Ну патронов не хватило. Наверное, так. Надо было прям все патроны экономить, и тогда ты, возможно, можешь застрелить эту демона или кто он там. Возможно, так. Но, как говорится, чем богатый, тем и раны. Вон тут сколько мягких знаков зато летит. Так что, как-то так. Пропустить это можно, нет? Видимо, нет. Нас будут пытать этой музыкой. Ну, как сказать, в принципе, для своего времени, для того самого 99-го года игра, в принципе, отличная. Она тогда была очень крутая. Но вот сейчас в нее играешь, и там просто убогое управление, ты понимаешь, как мы раньше мучились просто и как упростили все это дело. То есть все сделали более гораздо удобнее и так далее. Может быть, даже камеры там перестали вот такие дурацкие делать. Ну, куча нюансов очень. Сейчас гораздо удобнее играть в подобные вещи. Жалко, что не делают ремейков именно таких игр. А то хочешь такую игру поиграть, допустим, старенькую, которая уже, всего-то 20 лет, а тебе он подсовывает вот такие эти жесткие субтитры и так далее. В ролях. Роли озвучиваю. Ну, понятно. Итог игры. Норма. Конец. Положительный. Да ладно. Это не положительный конец, я так думаю. Продолжение 1, 5 часов. Ходьба. Тан-тан-тан. Бег вещи. Ранг до хрена звезд. 4 звезды. Хрень. Ну вот, собственно, и все. Собственно, и все. И можно как бы заново ее проходить. Только у тебя уже будет бензопила, какие-то еще плюшки там. Добавленное оружие. Ну, собственно, и все. Я так понимаю, что это плохая концовка игры. Что этот какого? Гарри Мейсон, он же все-таки погиб, дочку он не спас и так далее. Ну, хватило бы патронов, спас бы дочку и, наверное, и сам был бы жив. Плюс еще бабу мента надо как-то там, собственно, спасать. Ладно, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем спасибо и пока.